Друзья, всем привет! Сегодня проедемся по нашим объектам, посмотрим, как блогеры делают ремонты. Вот здесь обязательно надо сначала высверлить коронкой. В этом месте выстраивать какой-то короб, то есть сейчас мы так не делаем. В нашей части полностью закрыты полы, все должно быть укрыто. И первый наш ЖК будет ID Парк Победы. Поехали! Итак, мы уже на этаже, и первое, что вы должны заметить, это правило хорошего тона. Посмотрите, чтобы в мопах ничего не испортить, и закрыты двери. Используем для укрывки мы оранжевый скотч Folson, небольшой вам лайфхак. Ищите его. Сейчас, правда, он немножко пропал в магазинах, но на Озоне до сих пор продается. Преимущество его в том, что даже через год вы можете снять его, и не останется ни одного следа, видите? Если вы используете обычный бумажный скотч, то он настолько потом въедается в пространство, что вы не один час потратите на то, чтобы этот скотч потом отодрать. Итак, мы попадаем в квартиру. Квартира у нас площадью 90 квадратных метров. Выполнена она по нашему проекту. Сразу же обратите внимание, сколько здесь кабеля на потолке. Посмотрите, как вам трасса. Во-первых, вы видите очень аккуратную укладку в несколько уровней. Посмотрите, сколько здесь метров кабеля. Как вы думаете, почему? Потому что здесь установлен умный дом. Посмотрите на этот ящичек. Вот это все будет забито автоматами, блоками управления и трансформаторами. Здесь полноценный умный дом. Сейчас, правда, внутри ничего нет. Еще пока наполнение не сделали. У нас вот такой вот временный щиточек стоит. Видите, вот он в одной кабель подходит. Но примерно понятно масштабы здесь работы. Что я могу вам сказать по поводу разводки? Конечно, грамотная разводка делается всегда в гофре. Кабель можно ВВГ ГЛС укладывать в бюджетных вариантах и без гофры к потолку. Но все-таки, если вы делаете прям премиальный ремонт, а такой умный дом это премиальный ремонт, конечно же, делается гофра. Это и дополнительная безопасность, и еще это все-таки способ монтажа. То есть это аккуратно смотрится, и так как кабель крепится на такие вот клипсы, получается очень аккуратная укладка. В целом, если вы не профессионал, как вы можете оценить работу бригады или мастера? Да, это аккуратность. Сейчас все профессионалы стараются работать аккуратно. Не просто мерседесами, абы как хаотически это провести, а действительно продумать трассы, чтобы было минимальное количество пересечений, чтобы не занижать потолок. Все трассы идут строго по прямым углам, по прямым линиям, посмотрите. И именно это является, наверное, таким гарантом качества, потому что рукожоп никогда не будет запариваться по ровности. Если вы зашли и увидели вот этот хаос какой-то, уже можно, уже должны у вас появляться сомнения, и вы уже должны вызывать эксперта и оценивать, что вам там сделали за электрику такую. Вся квартира у нас серая. Санузлы вообще черные, все стены выполнены под покраску. Сейчас, когда мы смотрим на ремонт в процессе отделки, нам кажется, что вся квартира какая-то угловатая. Здесь какие-то углы, да, ниши. Но сюда просто будет встраиваться мебель. Плюс здесь наследие от застройщика. Прям очень много всяких разных колонн от застройщика, виншахт выпирающих, стояков и прочее. Давайте сейчас перейдем в санузел. Санузел сейчас смотрится очень нелепо. Посмотрите, здесь мы входим. Будет потом стоять мебель с стиральной машинкой. Далее проход. И уже здесь находится непосредственно инсталляция. Будет стоять раковина. Ванна, встроенная в 3 стенки. Здесь выполнен короб. Когда-нибудь здесь потом будут висеть наши аксессуары, кандели из нержавеющей стали. Очень такой суровый дизайн. Все из одной монотонной плитки. Давайте не будем это оценивать. Кому-то это нравится, кому-то нет. Санузел довольно большой, и почему он весь такой криволинейной формы? Здесь, например, у нас спрятан коллектор со стояками, здесь виншахта. То есть вот от этих коробов было бы никуда не деться. И раньше это санузел у нас был вот такой вот, это был мастер-санузел, то есть был вход со стороны спальни. Из него решили сделать общий большой санузел и сюда еще установить стиралку. Поэтому вот эту часть коридора добавили, объединили. Получился сейчас такой вот он непонятный, но когда сюда встраивается вся мебель во всех плоскостях,
сразу же станет санузел классно выглядеть. Ну и естественно, коммуникация у нас за скрытым люком шагма. Подходим, нажимаем, открываем, и перед вами наша стандартная разводочка. Когда у нас мало пространства и есть возможность делать вертикально разводку, мы ставим колбы не рядышком друг с дружкой, а друг над дружкой, видите? Благодаря этому вот такой вот узенький люк, его размер буквально 40 на 1,20 м, у нас уместился полностью весь коллекторный узел. У нас здесь с вами коллектор, большие фильтра, обратите внимание, не маленькие стандартные, а уже большие. Датчики протечки, есть все необходимые фитинги, косые фильтра, редуктор давления, обратный клапан, манометр. Все, даже проточник вон сверху стоит. И отсюда можно все полностью обслужить. Представляете, насколько компактная у нас разработана система с течением времени, что за люк 40 на 1,20 м получается такую спрятать систему. При этом ко всему есть доступ. Ну и самое главное, что этот люк настолько легко закрывается, что ты просто вот подводишь, нажимаешь одним пальчиком, все, люк закрыт. Здесь нет никаких подрезок, люк уходит за плитку, и все это очень аккуратно смотрится. Разводку мы выполняем исключительно на шитом полиэтилене. В качественных ремонтах уже давно не используют полипропилен. То есть если ремонт уровня там, комфорт плюс бизнес и выше, уже только шитый полиэтилен. Здесь, кстати, видно, что трубы у нас проходят от стояка по потолку. В этом абсолютно ничего страшного нет, потому что это идет целиковая труба без каких-то соединений. И она идет у нас от стояка до коллектора. Там нечему протечь, это целиковая труба. Кроме этого, она еще у нас находится в теплоизоляции. Благодаря этому исключается появление конденсата на холодной воде. И сначала проходит всегда трубы водоснабжения, и под ними проходит вот так аккуратно электрика в гофре. То есть протечь там абсолютно нечему. А то многие люди, когда они слышат, что вода рядом проходит с электрикой, они начинают сходить с ума, визжать, кричать. Друзья, ничего страшного в этом абсолютно нету. То есть, чтобы здесь произошла протечка, это надо прямо взять и механически нанести ущерб кабелю и трубам. А если даже и что-то произойдет, и вы просверлите, я не знаю, у вас сразу сработает автоматика, отключит электричество, а датчики протечки отключат воду. И давайте туда еще заглянем поглубже. Видите, вот такая вот металлизированная звукоизоляция. Все трубы канализации обязательно заворачиваются вот такой вот звукоизоляцией. Это виброизоляция, и она существенно снижает звуки от стояка, когда соседи сливают снизу. Вы потом не живете и не следите, когда кто пришел, когда кто поел, когда кто сходил в туалет. Обязательно делайте эту звукоизоляцию, не забывайте. И там главное правило – сделать ее герметичной, чтобы не было нигде никаких разрывов. То есть надо стояк так сделать, чтобы его было полностью не видно. Шумоизоляция должна быть герметичной. Один небольшой балкон – это кухня-гостиная. У нас остался открытый, кстати, с неплохим видом на город. Здесь у нас установлены внешние блоки кондиционеров. Посмотрите, какой вид на крыше нашего города. Вторая лоджия у нас утепленная. Здесь ступенька выполнена из керамогранита. Ступеньку на балконы лоджии мы всегда делаем из того же материала, что лежит на полу. Это самое оптимальное, самое красивое. То есть, если лежит керамогранит, делаем из керамогранита. Лежит кварцвинил, делаем из кварцвинила. Подоконники в квартире все сделаны из кварца. У нас кварцевые подоконники везде установлены. Двери в основном стоят вот такие вот однотонные. Мне очень нравятся двери, я обожаю минимализм. И одну дверь установили скрытую. Это у нас гардеробная отдельная, с отдельным входом, видите. И здесь решили поставить именно скрытую дверь. Сейчас она готовится под покраску, чтобы она не бросалась в глаза, и здесь вот не было трех дверей. С одной стороны у нас гардеробная, а здесь получилась ниша. То есть, если бы, например, взяли бы и сделали бы здесь стену и просто увеличили ту гардеробную, это было бы не так практично. Если у вас так гардеробная находится, то лучше сделать там небольшую гардеробную и отдельную нишу, построенный шкаф для этой комнаты. Так будет гораздо больше места для хранения. Обратите внимание, что правильно всегда делать выводы под радиаторы из стены. То есть, когда у вас разводка идет по полу, застройщик обычно выводит из пола и часто не переделывает. Потом приходится резать напольное покрытие.
Потом здесь скапливается куча пыли, робот-пылесос не может убрать, плинтус не может пройти. Поэтому мы всегда выводы поднимаем выше, рассчитываем высоту плинтуса, чтобы он не подрезался. И таким образом здесь не скапливается пыль, и робот-пылесос может все убрать. Также обычно, если у вас выводы от застройщика, вот здесь идет соединение, оно очень часто сделано очень убого. И есть шанс протечки, поэтому лучше стяжку разобрать, перебрать это соединение и вот сделать новый вывод. Здесь же находится бинокль и находятся краны, которые вам радиатор перекроют. Ну и вы спросите, что это такое за кабель торчит из пола. Друзья, не поверите, но в этой квартире установлена система умного дома, и вот здесь вот будет установлен вот такой вот маленький датчик протечки. Это, друзья, датчик протечки, который будет стоять под каждым радиатором, установленный в пол. Он маленький, будет установлен за подлицо с полом, прямо аккуратненько, видите? Вот он, расключен. И здесь заказчик настолько предохраняется, что датчики протечки стоят не только в санузлах, но и под каждым радиатором. Берите себе на вооружение такое решение. Также обратите внимание, что здесь идет у нас вот такой вот короб. Сделали его для того, чтобы сюда можно было установить электрокарнизы. Вот тоже идет многожильный кабель, посмотрите, и здесь важно было сделать по техзаданию вот такой вот гипсокартонный короб, и от умного дома будут управляться электрические карнизы. Далее мы попадаем с вами в хозяйскую спальню. Здесь огромная ниша, где будет отдельная гардеробная с классными такими дверьми затемненными, с подсветкой. Далее у нас с вами большая спальня. Здесь еще одна ниша под встроенный шкаф. Утепленный балкон. Балкон небольшой, но все равно заказчик вложил деньги. И мы сделали здесь утепление, поставили теплые стеклопакеты. Также у нас с вами подоконник из кварца. И теперь это теплое помещение. Здесь будет рабочая зона. И второй санузел. Площадью где-то, наверное, 4-5 квадрата. Здесь у нас сделан душевой подиум с бортиком. С вот таким вот скосом. Здесь будет стоять где-то 70-80 раковина. Также здесь находится скрытый люк Шагма 60 на 1,20 м, за которым скрыты коммуникации. И здесь вы как раз уже видите, когда система горизонтальна. Здесь у нас с вами по ширине было место, и фильтра уже вот таким образом расположили. Но система точно такая же. У нас очень аккуратные маленькие системы, и в целом, если бы не размер плитки, вот эту вот нашу систему можно спрятать за люк размером 60 на 60. Вы часто видите, что топовые компании, сантехники показывают красивые, хромированные, там на меди, на хромированных трубах системы, и вот они вот такого размера со всю стену. Я не понимаю, зачем это делать, если там у тебя, не знаю, это не отдельно подсвечивается. Если ты собираешь систему в квартире, все должно быть максимально компактно. И красота и профессионализм не в том, что ты сделал 1,20 м, 1,20 м все в трубах, а в том, что ты смог спроектировать все так, что у тебя наоборот ни одного лишнего куска трубы нету. Если вы обратите внимание, вот, посмотрите, 60 на 60, и люк уже полностью, коллекторная система полностью за люком уже обслуживается. У нас нету нигде труб. Все сделано на фитингах. Один фитинг сразу же переходит в другой. Все максимально компактно. Поэтому эту систему в любую квартиру можно установить, и она, скажем так, уже в максимальной комплектации. Здесь есть все необходимое, все самое важное. Все остальное, что сюда накидываются, это уже просто дешевые понты. Все эти хромированные трубы, все эти медные трубы, я не знаю, там, самопромывные бесполезные фильтры и прочее. Лучше поставить вот такую большую колбу, чем ставить эти самопромывные фильтра, которые все потом забывают открывать, они забиваются. В этой большая колба довольно долго вам прослужит, и здесь абсолютно несложно поменять внутри картридж. Ну и опять-таки, посмотрите, непровисающий люк Шагма, 60 на 1,20 м, большой тяжелый люк, я его одним пальчиком спокойно закрою. Огромное преимущество Шагма, что не надо на него там всем весом нажимать, каким-то образом выдвигать. Любой человек, ребенок, мужчина, женщина подойдут, пальчиком вот так вот нажмут, люк откроется. Причем, если у вас глубокая ниша, на этот люк еще можно дополнительно повесить полки и на самом люке что-то хранить. Потому что он выдерживает огромный вес, и это единственный люк, который позволяет такие вещи с ним делать. Так как у нас с вами выход на балкон, посмотрите, это полностью окно, без подоконника, то радиатор у нас стоит с
справа от окна, где была большая часть стены, широкая, и здесь будет стоять вертикальный радиатор, видите? Также к нему сделан вывод и к нему подведен кабель от умного дома. Ну что, сейчас здесь заканчиваются покрасочные работы. После этого уже переходим к установке чистовой сантехники, электрики, натяжных потолков, установке системы умного дома непосредственно в щитке, ее пусконаладка и прочее. То есть квартира уже на финишной прямой и скоро будет закончена. Далее переезжаем с вами на следующую квартиру, соседней парадной. Друзья, как вы знаете, мы запустили свое производство аксессуаров из нержавеющей стали Candeli. Уже 4 месяца мы их активно продаем. На данный момент вы, мои любимые подписчики, купили уже на 10 миллионов рублей. И я хочу вам быстренько показать наше производство, чтобы вы увидели, как мы все это создаем. Здесь у нас находится лазерный станок. Именно здесь детали начинают у нас только вырисовываться. После этого аксессуар попадает у нас на гибочный вот такой большой станок, где приобретает свою форму. Очень толстый металл у нас, и наши полки очень жесткие. И они реально вам могут прослужить, как бабушкин самовар, более 50 лет. Все-таки нержавейка, видите, она не однообразная, видны следы отгибов, поэтому мы ее красим в итальянскую краску муар. А здесь происходит шлифовка и обработка изделий. И после этого изделие уже готово к покраске. Вот наша новая полочка. Далее изделия вывешиваются и красятся порошковой краской, и потом запекается в печи. После покраски изделие здесь у нас сохнет, и вот такие вот кармашки из пупырки новые мы сделали. Изделие убирается, все складывается в коробочки и далее переводится на наш склад, где происходит уже чистовая упаковка. А здесь у нас находится проектировщик Евгений, наш любимый, который создает все наши аксессуары. Видите, в 3D все это чертит. Вместе со мной я сижу вот здесь на бумажке, все это ему рисую. Я не умею чертить, подсказываю, даю идеи. Он, используя свой опыт металлообработки, создает наши аксессуары Candeli. Спасибо, Женя. А здесь рядышком с Евгением сидит всем известная наша любимая Виктория, и моя тоже любимая, которая занимается организацией, в общем, всех процессов в Candeli. Ну а далее мы с вами приезжаем на наш склад, и он же магазин Candeli, где стоят все стенды с выставочными образцами. Здесь у нас все упаковывается заботливыми руками моего брата и моей тещи. Это мама Вики. У нас, видите, семейный бизнес, потому что, вот, не знаю, мы все делаем четко, классно. Я верю в семейный подряд рулит. Здесь видно уже некую эволюцию. Раньше у нас упаковочки были просто встречи. Сейчас мы внедрили вот такой вот оранжевый скотч, чтобы явно красиво смотрелось. Вы, когда брали нашу упаковочку, сразу понимали, что к вам пришел брендовый продукт, четко, классно упакованный. У нас очень много позитивных отзывов по поводу нашей аккуратной упаковки. Скоро у нас еще этот скотч будет отличаться по цвету по разным маркетплейсам. Чтобы вы понимали, насколько востребован Candeli и как быстро мы растем, это не все, что есть на складе. Просто посмотрите, что творится в коридоре, сколько полочек у нас упаковано. Вот это все полки Candeli, которые готовятся к отправке на маркетплейс. Пойдем дальше. Вот еще посмотрите, сколько готовых коробок. Далее у нас стоят стенды. Сейчас мы меняем стенды, переделываем, потому что у нас обновилась вся линейка, уменьшился логотип.
Сейчас мы все заново, всю нашу линейку развесим на стенах. Она у нас серого цвета, бронзовое золото сейчас полностью здесь повесим. И на том стенде у нас белый и серый цвет. Также у нас здесь стенд с полочками, встраиваемые под керамогранит из камня. И недавно я снимал видео, Виктория собрала вот этот вот экран из панелей теплофом, который мы сейчас готовы продаем. Экран с поступенком. А вот на этой доске я часто придумываю новые аксессуары, делаю чертежики. Мне очень помогает, что доска большая, сенсорная, и именно здесь приходят всякие разные мысли, потому что когда я что-то новое придумываю, а все наши изделия уникальные, я хожу, думаю, что-то черчу, перечерчиваю, стираю сразу же это. И таким образом создаются новые изделия. В целом все наши изделия уникальны. Да, где-то мы изначально посмотрели дизайн, но все они уже абсолютно переработаны. И куча изделий, которых вообще просто нет в мире, их придумали именно мы. Остается только оставить ссылочки в описании на наши магазины. Переходите на наш сайт, на наш Озон, на новые маркетплейсы, которые в ближайшее время мы запустим. Это ВБ и Яндекс. И покупайте себе качественные аксессуары российского производства с русской душой, из качественных материалов, таких как 304 нержавейка и краска муар итальянская. Итак, попадаем на следующую нашу квартиру. Также укрыты полы, укрыты двери, все в одном стиле. Заходим. На полу лежит гофрокартон. Так как здесь уже чистовые работы почти заканчиваются, на данный моменте устанавливаются натяжные потолки. Стены у нас обои под покраску рельефные. Эта квартира выполнена по проекту Алексея Земского. Здесь, как видите, зашиты радиаторы в нишу, как советует Алексей. Стоят бризеры, и все стены сделаны очень практичным материалом. Это обои под покраску. Давайте зайдем в санузел. Здесь у нас с вами санузел, где-то около 4,5 квадратов. Большая, огромная душевая, просто гигантская, посмотрите. И здесь сделана ниша под стиральную сушильную машину, и сверху будет еще шкаф. Все это будет в одной плоскости, спрятано и красиво смотреться. Обратите внимание, что после того, как сделаны плиточные работы, еще в квартире будет очень много работ делаться. Плитку надо будет потом еще затереть, поставить сантехнику, электрику, мебель, натяжные потолки. Поэтому внешние углы обязательно надо защитить вот такими либо пластиковыми, либо деревянными уголками, чтобы их никто не позбивал и вам потом не пришлось это реставрировать или перекладывать плитку. Поэтому обращайте внимание на свои объекты и подсказывайте мастерам, если они это не делают. После того, как только затерли угол, обязательно надо его закрыть. Эти уголки стоят копейки, а переделывать потом, да, из-за того, что кто-то стремянкой сюда ударил, это очень сложно и проблематично. Еще один важный момент, но он относится потом просто к гарантии. Это уже должны все-таки об этом думать в первую очередь мастера и прорабы. Когда у вас плитка вот таким вот вырезом идет, вот здесь обязательно надо сначала высверлить коронкой. Видите, высверлена коронкой, а потом уже отрезана болгаркой. Таким образом, вот здесь, в этом месте, плитка не треснет. Очень часто бывает, что плитку уложат, болгаркой отрежут, и через год, через два вот здесь появляется трещина. И потом тревожить заказчика, приезжать и менять эту плитку, это будет огромная проблема, да, для заказчика. Когда ты уже живешь в квартире, поменять плитку не так-то будет просто. То же самое, когда вы укладываете плитку на пол. Если у вас плитка заходит в проем, здесь обязательно сначала высверливается коронкой, а потом уже отрезается. Потому что тоже часто бывает, что через год, через два вот в таких вот углах вот здесь появляется трещина. И потом заменить плитку, особенно когда стоит на ней мебель, это целая эпопея, история и целая проблема. Обратите внимание, какое здесь интересное решение. В проектах Алексея Земского все радиаторы всегда закрываются фальш-стенкой. Почему? Потому что все равно шторы вы не сможете повесить ближе. Потому что шторы должны висеть так, чтобы они не задевали радиатор. Поэтому в целом здесь никакое пространство не теряется. Она либо будет за шторами у вас, но при этом у вас получается, если идут магистральные стояки, потом все это будет на виду. Либо вы это зашиваете в короб. Во-первых, у вас появляются практичные углы, куда можно какую-то мебель поставить. Во-вторых,
там не скапливается за ними никакой пыли, все аккуратно смотрится. Плинтус проходит целиковый, и радиатор находится в нише. Здесь сделали вот такую металлическую крашеную панель, фрезерованную, посмотрите. И за ней находится радиатор. Предварительно все покрасили в черную краску, чтобы это не просвечивало. И вот у нас, видите, выводы из пола, все сохранено. Радиатору есть полный доступ. Можно все снять, заменить. Причем радиаторы оставили старые, не ставили какие-то красивые покупать. В целом от них тепла будет достаточно в современном доме. И вот так вот легко на магнитиках вешается такая вот красивая фрезерованная решетка. Также здесь утопленный стоит бризер Тион. Почему он утоплен? Потому что если его поставить прямо на короб, вы реально потеряете пространство, либо этот Тион будет за шторами выделяться, и самое главное, поток воздуха ему будет препятствие в виде штор. Поэтому он утоплен вот так короб. Здесь у нас будут шторы все это перекрывать, и стоит бризер с фильтром, с подогревом, и вот отсюда как раз у него идет выход воздуха свежего. Ну и здесь видно вот скрытый карниз, сделанный в натяжном потолке, заворот потолка, видите. Там покрашено, туда непосредственно сам карниз устанавливается. Ну и благодаря тому, что вот эта зашивка появилась, здесь были тоненькие, 20 сантиметров откосики. Здесь был бы непрактичный подоконник, на который ничего не поставить, кот туда бы не залез, цветы не поставить. Теперь у нас ниша с вами увеличилась, и появился нормальный, классный, практичный подоконник. При этом вы точно ничего не потеряли в площади, потому что шторы все равно бы висели именно в этом месте, потому что надо было перекрыть радиатор. Сейчас мы находимся в санузле. Как видите, наша классическая коллекторная разводка. Здесь у нас скрытый люк не предполагался, потому что инсталляция. И здесь много пространства, и достойная глубина, и большие расстояния, чтобы можно было поставить мебельные дверцы. И обратите внимание, сейчас идет монтаж натяжного потолка, крепится вот алюминиевый профиль, и вы должны каркас для ваших дверец, вот он идет каркас у нас, рама, куда ставятся петли, здесь ставятся дверцы, установить до натяжного потолка, и натяжной потолок прямо к ней крепится. Это гораздо дешевле, чем в этом месте выстраивать какой-то короб, обкладывать его плиткой и потом туда встраивать двери. То есть сейчас мы так не делаем. Мы зашили инсталляцию на 1,20 м, все. Далее уже ставится вот мебель и к ней натяжной потолок. Это самый простой, самый практичный, самый красивый вариант. Ну что, друзья, едем на следующую квартиру. Попадаем, друзья, на третью квартиру. И посмотрите, все до лифта полностью ДВПшечкой уложено. Дверь укрыта. Заходим. Здесь у нас идет процесс малярных работ. Поэтому прям рабочая обстановка. Это однушка, 50 квадратных метров, довольно большая. Сейчас тоже сделаем обзор. Значит, здесь у нас с вами два щиточка. Один слаботочный, один силовой. Все это будет в встроенной мебели спрятано. При входе у нас санузел, все двери, кстати, скрытые. Здесь, обратите внимание, наша коллекторная разводка. Здесь ее подняли повыше, чтобы за мебельными дверцами здесь сразу были полочки, видите? То есть вы можете эту коллекторную разводку двигать, как вам больше нравится. Можно выше, ниже поднимать, тем более здесь электронные счетчики. То есть автоматически будет управляющей подаваться информация, поэтому особо доступ там смотреть не надо. Здесь все то же самое, стандартный набор. Датчики протечки у нас, везде все одинаково. Большие фильтра, мы всегда стараемся вот такие большие фильтры ставить. Все необходимые фитинги, хорошие водные краны. Здесь же у нас с вами сливы кондиционеров, проточник стоит и блок управления датчиками протечки с аккумулятором. Очень важно, не экономьте деньги на датчиках протечки, обязательно покупайте с аккумулятором, иначе если у вас электричество выключат, у вас датчики протечки перестанут работать. А это закон подлости, да, вырубили электричество, произошла протечка в этот момент и датчики не сработали. Поэтому уже скупиться не надо, и всегда датчики протечки надо со встроенным аккумулятором. Он там на месяц, на два позволяет вообще без электричества находиться в квартире, и датчики все равно сработают. Здесь, как видите, плиточка все закрыта пленочкой. Когда идет малярные работы, все максимально убирается в санузлы. Здесь у нас будет кухня. Обратите внимание, что сверху короба выстроены по проекту на кухне, слева, справа тоже у нас есть ниши, куда кухня будет подходить.
Фартук обязательно оставляем без шпаклевки, потому что здесь будет клеиться плитку. Клеить плитку на шпаклевку категорически запрещено. А если у вас штукатурка, а не гипсокартон, то обязательно надо нанести сюда на штукатурку слой гидроизоляции, потому что от штукатурки плитка с цементным клеем со временем просто оторвется. Подоконники здесь, кстати, тоже из кварца. Посмотрите, сейчас это один из таких модных материалов для подоконников, потому что кварц настолько прочный, настолько износостойкий, он почти не царапается, и для подоконников, по которым постоянно юлозит, и для столешниц, это самый лучший материал на данный момент. Поэтому тоже, если ремонт делаете на века, и вы не любите, когда у вас потом все ломается, царапается, кварцевые столешницы, кварцевый агломерат и подоконники — это лучшее решение. Здесь находится второй санузел, здесь раковина, душевая, довольно просторная. И здесь поставили вот такой вот перестеночек, чтобы здесь поставить стиралку с сушильной машиной. Стиралку-сушилку тоже, по-моему, в каждом нашем ремонте люди уже устанавливают. Это такой минимальный набор, как кондиционер и бризер. Здесь сделали короб с полочками, с подсветочкой из керамогранита. Очень важный момент, кстати, по установке коробок скрытых дверей. Они устанавливаются до малярных работ, когда еще сделана штукатурка. И очень важно коробку на 3 мм выдвинуть за плоскость штукатурки. Потому что когда вы будете носить малярку, у вас как раз это снивелируется. То есть первый слой, потом флизелин шпаклюется. Где-то 2-3 мм малярка примерно слой создает. И если у вас дверь не будет изначально немножко высунуто за плоскость стены, у вас потом будет некрасивое примыкание к этому профилю. А его должно быть аккуратно видно по всему периметру. И малярочку надо подводить прямо к нему аккуратно, чтобы это красиво смотрелось. Берите это на вооружение, проверяйте в своих бригад и мастеров. Если вам дверь поставили к штукатурке за подлицо, малярку потом красиво будет не сделать. Обратите внимание, что так как здесь у нас идет теневой профиль по периметру, все напольные покрытия и плитка на кухне уже уложена. Когда у вас теневые профили, теневой плинтус, напольное покрытие еще надо делать до малярных работ. И обязательно все должно быть укрыто подложкой и потом сверху на нее ДВП. Иначе во время малярных работ и потом монтажа натяжных потолков вам просто полы убьют. Даже если это керамогранит, всегда может упасть инструмент у мастера, и вы просто разобьете. Поэтому укрывка полов – это тоже очень важная вещь в ремонте. Никогда не экономьте на этом. Выделяйте эти средства для своих работников, мастеров. А если они сами вас не просят, заставляйте их это делать обязательно. Потому что когда ремонт будет закончен, вы в конце только обнаружите, что у вас где-то коцки, царапины, и поменять это уже будет целая проблема или вообще невозможно. А вот здесь необычная планировка, вот здесь вот сбоку находится еще утепленная лоджия. Несмотря на то, что она небольшой площади, здесь французские окна вот так открываются, видите, интересно. Можно выйти, подышать свежим воздухом. Таким образом, все равно ее сделали теплой, потому что здесь классная чиллаут-зона такая. А картон сейчас, у нас окна картоном закрыты. Почему? Потому что идут малярные работы. Маляр работает под боковое освещение различное, под выделяющий свет. И для этого надо, чтобы все окна были закрыты картоном. Обратите внимание на набор профессионального маляра. Как выглядят шпателя, цельнометаллические, крутяцкие, долговечные. Смотрите. Классные шпателя. Аж самому захотелось себе такие купить. Какие они прикольные. И шпатели для внешних и внутренних углов. Я такими пользовался. Ими очень удобно формировать классные внешние и внутренние углы. Буквально один раз провел, и все круто. Наши ребята придумали очень классные шпатели. Ну что, друзья, поехали на следующий наш объект. Ну а теперь давайте посетим с вами квартиру в элитном ЖК на Наличной 26 в Петербурге. Итак, мы находимся в квартире 160 квадратных метров. Это бизнес-ремонт. Смотрите, какой здесь щиточек.
не слабенький. Находится он за скрытым люком. И здесь очень высокие потолки, они более 3 метров. И очень много разных материалов. Вот такие дизайнерские квартиры, бизнес-уровень, чем отличаются, что здесь прямо очень много панелей, керамогранита, шпона, покраски, декоративки. Вот на одной стене, посмотрите, сделана сидушка полностью из керамогранита. Здесь 3D-панель, здесь просто обычная ровная панель. Здесь встроено стекло до пола, здесь идет опять 3D-панель. Потом огромнейший просто коридор, широченный, посмотрите. Тут, наверное, 1,60 м, 1,70 м проход. С двух сторон идут шкафы. Далее попадаем с вами еще один огромный коридор. У некоторых квартиры такие. Отсюда попадаем с вами в кухню-гостиную. Только ее площадь, наверное, больше 60 квадратных метров. Вот обычная двухкомнатная квартира, это только кухня-гостиная. Здесь будет огромный стол стоять, смотрите. Здесь тоже куча разных материалов. Где-то декоративка, где-то покраска, посмотрите. Здесь огромный остров. Обратите внимание в этом доме, какие толстые стены, откосы под покраску. Из акрила сделанные подоконники, столешница из кварца. Кухня очень необычная, обратите вместе, сделана с потолком, с панелями из шпона. Очень необычно, вот в этой стене спрятан холодильник. Причем холодильник, обратите внимание, он двойной, видите? То есть 2 холодильника рядом поставили. Очень прикольно для большой семьи, кто любит много продуктов хранить. На полу здесь керамогранит. Основные все помещения сделаны, вот здесь кусочек видно, инженерная доска. Санузел гостевой. Здесь инсталляция. Душевая с полочками из керамогранита. Здесь спрятана наша стандартная коллекторная разводка. Для хейтеров еще раз убедитесь, что это наш объект. Точно такая же разводка, как вы видели везде. То есть и на простых ремонтах такая разводка, и на таких. Потому что она максимально оптимальна и подходит для любого уровня. Далее, это кабинет. Здесь стоят, чтобы был естественный свет, стеклопакеты вот такие, декоративка, сверху балки. Здесь декоративка, 3D-панели. Прикольный кабинет, квадратов, наверное, 15. Далее мы с вами попадаем в спальню. Проходная гардеробная, огромное трюмо. Сама спальня хозяев с крупноформатным керамогранитом. И детская комната. Тоже, наверное, квадратов 25-30. Ну, 25 точно, если с гардеробной посчитать. Как квартира прямо. Студия сразу в детстве своя есть. Ну, здесь очень классная фреска для детей сделана. Смотрите, с животными. Необычно смотрится. И она такая не очень яркая, но приятная. Я бы себе такое сделал в детской. Себе в детской. Так, здесь у нас с вами проходная гардеробная. Здесь будет стоять стиралка-сушилка и ниша под нее. Шкафы с двух сторон и огромный санузел, еще один. Гигантский санузел. Здесь столешница из камня с 2 раковинами. Здесь все будет мебельными панелями зашиваться. Опять наша разводка, звукоизоляция кондиционного стояка. И обратите внимание вот сюда. Сейчас офигеете. Видите, плесень. Пришлось здесь все разбирать, снимать плитку. Сверху сосед сделал ремонт. Получается, мы уже выполнили плиточные работы, протечки никакой не было. И уже после того, как мы закончили работы и начали продолжать малярные работы, там потолки делать, сосед сверху начал потихонечку жить в квартире и топить сверху. Неправильно сделана гидроизоляция на подиуме душевом, не было, наверное, сделаны ленты гидроизоляционные на углах, не было ленты вокруг трапа, скорее всего. В общем, обратился он к недобросовестной компании, и никто об этом даже не знал. По шахте текло и попадало все за наш короб. Постепенно все это покрылось плесенью, обратите внимание. В какой-то момент мы заметили, что порвалась затирка, треснула и начала бухтеть плитка. Мы сначала испугались, что это мы виноваты, не понимали, что происходит. Решили вскрыть короб, посмотреть, и оказалось, что там все мокрое, в каплях, влажное. И здесь оказалась такая неприятная протечка. Сейчас все это дело сохнет.
Как-то надо хозяину сверху, сейчас заказчики договариваются, исправлять эту ситуацию, потому что мы не можем это зашить, пока не убедимся, что протечка исправлена, потому что если сейчас опять мы зашьем и опять все это вот так вот пойдет, вы же понимаете, это просто продолжится. Сосед сверху должен исправить свой подиум, и потом можно будет это сделать. И вот эта вещь может затянуть, к сожалению, сейчас ремонт. Такая неприятная ситуация. Поэтому делайте всегда душевые подиумы правильно, следите за тем, как вам их делают. Не доверяйте так просто, типа, пришли, сдали готовую работу, а то потом также будете соседу все вот эти вещи оплачивать, переделывать и платить огромные деньги. Тем более снизу под вами может быть очень дорогой ремонт. Сейчас здесь уже монтируются натяжные потолки со встроенными треками. Потихонечку квартира подходит к концу. Ну, осталось разобраться только с этой протечкой. Скоро уже будет чистовая уборка, вывозиться будет все вот эти вот укрывка пола. Также, видите, здесь ДВП постелен на инженерную доску. И будем уже эту квартиру заканчивать. Как видите, независимо от того, какого размера квартира, у нас везде классная сантехника, везде все укрыто, сделано качественно. Все это благодаря нашему Паше, это мой друг давний и партнер, он руководитель всех наших проектов по Петербургу, и именно под его руководством в Петербурге делаются все ремонты. Пашок, спасибо большое, классная работа. Надеюсь, видео вам было полезно, вы для себя что-то интересное услышали. Если видео было полезно, естественно, напишите в комментариях, что понравилось, какие вопросы у вас появились. И если формат вам это понравился, я с радостью буду еще вам снимать наши объекты, у нас их очень много. Ну, зависит, естественно, от того, нравится вам такой формат или нет. До новых встреч, пока-пока.